Она услышала плач в горах и нашла медвежонка, застрявшего на краю обрыва. Рискуя жизнью, девочка решилась его спасти. Но то, что сделала мама-медведица потом, невозможно было ожидать. Алиса отправилась в горы, в свой последний поход перед началом новой жизни. Впереди ее ждала серьезная подготовка, и она хотела напоследок провести время в местах, которые считала своим домом. Поднимаясь все выше, она вдруг услышала странные звуки. Это были крики, пронзительные, полные боли. За годы жизни в горах она никогда не слышала ничего подобного. Она пошла на звук и замерла. На узком уступе посреди крутого обрыва сидел маленький медвежонок. Он плакал, звал мать и отчаянно пытался выбраться. Но путь вверх был слишком сложным, а вниз смертельно опасным. Наверху металась медведица. Она пыталась спуститься, но склон был слишком крутым. Камни срывались вниз, угрожая детенышу. С каждой минутой ее движения становились все более беспокойными. Внезапно медвежонок попытался подняться и сорвался. Он снова ударился о выступ, и его лапа застряла в расщелине. Он дергался от боли, но только сильнее зажимал ее. Еще немного, и он мог упасть. Алиса поняла, ждать нельзя. У нее не было снаряжения, только веревка и опыт. Это был огромный риск, но она не могла просто уйти. Она отправила родным свое местоположение и начала спуск. Скала была почти гладкой, зацепов мало, страховки нет. Один раз она едва не сорвалась, но удержалась. Каждый метр давался с трудом. Добравшись до уровня уступа, она начала двигаться к медвежонку. Сверху доносились тревожные звуки медведицы, камни падали все чаще. Когда Алиса приблизилась, малыш запаниковал. Он мог сорваться в любую секунду. Тогда она остановилась, прижалась к скале и тихо заговорила с ним. Постепенно он успокоился. Осмотрев лапу, она поняла, нужно аккуратно ее освободить. Чтобы не рисковать, Алиса обвязала медвежонка веревкой. И произошло неожиданное. Он перестал бояться, прижался к ней, словно доверился. Собравшись, она осторожно освободила лапу. Травма оказалась несерьезной. Теперь нужно было выбраться. Подниматься обратно было невозможно. Единственный вариант – спуск вниз. Это означало отдалиться от матери, но другого выхода не было. Алиса начала медленно опускать медвежонка на веревке. Он сначала испугался, но вскоре успокоился. Через несколько минут он оказался на земле. Теперь очередь была за ней. Уставшая, с дрожащими руками, она продолжила спуск. Скала начала крошиться, силы заканчивались. В какой-то момент она даже сбросила рюкзак, чтобы облегчить путь. И, наконец, земля. Она упала полностью вымотанная. Медвежонок подполз к ней и остался рядом. Но вдруг он насторожился. Из леса вышла медведица. Алиса замерла. Она понимала, насколько это опасно. Но медведица не проявила агрессии. Медвежонок сразу побежал к ней, и они воссоединились. Это было невероятно трогательно. Алиса попыталась тихо отодвинуться, но малыш снова подбежал к ней, будто не хотел отпускать. И тут произошло то, чего она точно не ожидала. Медведица ушла, а затем вернулась с ее рюкзаком в пасти. Она аккуратно положила его рядом с Алисой и отошла. Девушка не могла поверить своим глазам. Она достала воду и сделала несколько глотков, приходя в себя. Медведица оставалась рядом, спокойно, будто охраняя ее. Это была благодарность. Через некоторое время Алиса услышала голоса родителей. Медведица словно поняла, что пора уходить. Она подошла ближе, мягко коснулась ноги Алисы и ушла в лес. Медвежонок на прощание прижался к девушке и побежал за матерью. Этот день навсегда остался в ее памяти. Позже, проходя через трудности, Алиса вспоминала этот момент. Как она не испугалась и сделала шаг вперед. А спустя годы она снова вернулась в те горы. И однажды увидела взрослого медведя с медвежатами. Ей показалось, что он узнал ее. И, возможно, это было правдой.